Здорово, ребята, рад видеть вас у себя на канале, и сегодня я хочу показать вам немножко читерскую колоду, много кто про нее знает. Это будет Метеор с Минотавром, они у меня уже чуть более подкачанного уровня, чем раньше. Минотавра я докачал до 15 уровня, Метеор у меня есть, в принципе, два таланта у меня на него есть, и я надеюсь, что этого хватит, чтобы пожить. Драться мы сегодня будем против самой метовой колоды, это лучница, пешка, которая делает максимум от хила, и все проигрывают на 5-6 волне. Моя задача продержаться больше, чем 6-7 волн, ну и, короче, будет интересно, потому что это реально читерская колода, и можно издеваться над соперниками. Я попадался несколько раз в PvP против такой, колода реально очень мерзкая, когда я попадался против него в PvP, это был очень долгий бой, и сейчас, в принципе, посмотрите почему. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Запускаемся в бой, ребята, и драться будем сегодня против лучницы на 2 перерождениях. Есть там, получается, помимо этих перерождений, одна синергия, куча перерождений на другие пешки, Зевс, хорошие очки. Короче, нормальная колода нормального человека. У меня же колода такая средняя. Это даже не колода для нормального PvP, это просто вот реально прикольная колода, которой можно поиграть, я бы не сказал, что в свое удовольствие, но по приколу поиграть этим можно. В ней есть свои плюсы, есть свои минусы. Из плюсов процентный урон, с которым разработчики пытаются бороться, у них ничего не получается, либо они просто не борются. Из минусов 0 урона по фантому. Режим фантома создан для того, чтобы вы дамажили фантома и сопернику было тяжелее. Эта же колода, она просто убивает все, что есть, пока есть мана. После чего вы проигрываете, когда мана заканчивается, а соперник может жить бесконечно, потому что фантома вы ему не дамажите. Так, первый босс на подходе. Маны у меня не так много, у меня буквально 1600 маны. И давайте пока что ничего не делать, потому что мы, в принципе, сейчас ничего не сделаем. Нам нахиливают 3,2, мы нахиливаем 54, аккуратненько прожимаем вот так. И с руки мы будем очень-очень долго все это дело бить в целях экономии ман. Потому что так надо. Просто потому что так нужно. Потом я его еще телепортирую. По факту неплохая колода, потому что рано или поздно у соперника могут сдать нервы, и соперник, который даже сильнее, он может флагануть вам, потому что ему уже не захочется играть. Так, аккуратненько я все это дело переворачиваю. И смотрите, вот так вот аккуратненько мы все это дело добили, по сути ничего не сделав. Множественный призыв, порталка. Главное не пропустить точку вот эту вот плюща, которая еще дополнительно дамажит процентным уроном. Все, сидим. Полный пассив. Единственное, что может меня заруинить в этой игре, это то, что Юра в моменте может мержить ведьм. И весь процентный урон, который я нанесу, он вот этим вот отхилом обратно вернет боссом, вернет мини-боссом. И малейшая ошибка, я проиграл. Поэтому очень дотошная колода, кто-то умеет на ней играть, я на ней играть не умею. Да и не хочу я на ней уметь играть, это просто колода, которую я увидел, и она показалась забавной для того, чтобы я на ней хотя бы один разочек сыграл. Снежинка идеально смотрится, можно играть, конечно, с Трикстером, но Снежинка дает замедление, у нее в обилках там процентный урон, у нее еще что-то там есть, какая-то остановка, какая-то подморозка, и все это смотрится неплохо. Плюс можно вот так вот, бам, на первых волнах забирать ману.
Отлично, отлично. Экономя тем самым, в принципе, какие-то действия по столу. Хорошо. Бам-бам. Начинаем понемножечку дамажить, ребят. Держим. Держим, братанчика. Братанчик. Стоять. Не торопись. Значится, вот так вот мы ему накидываем. Хоп. Вот так вот. И вот так вот. Все, минимум маны я потратил. Призыв у меня 170. Все смотрится относительно великолепно. Сидим, кайфуем, не рыпаемся. Смотрим, как соперник там судорожно пытается раскрутить стол. Ну, я всегда на панике, когда играю против этой колоды. Мне всегда очень страшно, потому что я не знаю своего предела. Я не знаю, сколько может жить эта колода в опытных руках. Ну, вот видите, как играют люди на этих колодах. Первую половину игры как минимум. Сидишь, сидишь, бам. Нажал, так вот убил, ребят. Смотришь, что там сверху. Контролируешь. Можно водички сходить попить. Сверху там 49 стаков. Нормальное развитие идет. Комфортное, в принципе. Так. Берем вот так вот бам, чуть-чуть. Хоп, подостановили ребятушек. И надо найти, наверное, все-таки Минотавра какого-то. Потому что Минотавры смогут дефать всю эту движуху. Хоп. Надо забрать немного маны. Чуть-чуть подрежем призывателем урон, чтобы слишком много нам не нахилили. Хотя, по сути, нам плевать, сколько нам нахилят. Сколько бы нам ни нахилили, мы все равно это убьем. За счет процентного урона. Вот. Бам, бам, бам. Аккуратненько процентами оно все очень хорошо кусает. Стараюсь копировать как можно больше призывателем. Призыватель будет сейвить нам более-менее экономику. За счет этого у нас будет хорошее количество маны, а жить мы будем, соответственно, пока не закончится мана. 11 ведьм сверху, 12 сейчас будет. Т6, точка роста качается, 71 стак. Как только Юра выскочит на 150 стаков, пойдет более-менее уже нормальная движуха. По таймингам там должен выйти мини-босс, который сворует у меня ману, поэтому я заранее прожал снежинку. И вот сейчас сфер у меня нету, поэтому я немножечко сделаю вот так. И воспользуюсь обилкой призывателя, чтобы покрутить стол. Четвертая волна. 15 тысяч маны, 168 призыв. Ну, призыв еще, стоимость призыва понижается за счет призывателя. Это нормально. Есть ли смысл что-то пэшить? Давайте. Вот так. Я смогу прожать снежинку и задефать всю волну. И заберу за это ману. Бам, отлично. Есть одна сфера. И вот просто посмотрите, сколько я отхиливаю. А я не смогу много отхилить. Я вообще не смогу нисколько отхилить. Раз, два. Количество урона, которое я нанес просто вот с этих двух вот обилок, оно, в принципе, нормальное, неплохое. И вот добивается босс. Он не добился, подождите. Он не добился. Он не добился, он не добился. На. Вот так вот, братанчик. Ну, надо какой-то Минотавр пониже, потому что я не хочу слишком сильно трогать стол. А если я нажму снежинку, сильно ничего не поменяется. Переверни еще что-нибудь. Переверни еще что-нибудь в Минотавра. Пойдет. Пойдет. Так, сферы не выпали. А дальше, кстати, Гаргона. Нам нужно, чтобы были сферы. Но пока что у нас одни Минотавры. Сфера, сфера. Ну вот опять одна сфера. Одна сфера, и как-то нужно будет это убивать. По мане 20-очка. По призыву 330. Призывчиком я чуть что понижу все это дело. Сразу вот так вот прожму. Лутаем чуть-чуть маны. Так, хорошо. Нужно немножечко поправить стол. И понизить ранги. Хорошо. Отлично. Вот теперь, в принципе, сфер достаточно для того, чтобы это комфортно убивать. Фантома пропускаем. Ничего другого нам не остается на этой деке. Нахиливает нам шестерочку. Идет братанчик. Выходит Гаргона. После чего мы начинаем крутиться. Вот так. Бам. Бам.
И еще 4 сверху я накину, чтобы уже гарантированно это добить. Достаточно просто. Дождался, пока вышли 2 босса. Прокинул сферки, намержил там всего подряд. И все. Отдаю мана порталке. И очень хочется верить, что мне не нужно мержить, чтобы он переносил. Но, видимо, все-таки нужно. 6-я волна. Кто-то уже отваливается на такой волне против этой колоды. Но у нас колода с изюминкой, поэтому мы все еще в игре. И я не знаю, сколько мы еще сможем продержаться. Прожимаемся. Что-то поддефало, но мини-боссы уже не убиваются. Точка плюща. Я ее вроде бы не вижу. А заберу ли я маны хотя бы немного с этих мобов? Так, ну и хорошо. Сфер нету. Критическая. Сейчас нам будут чистить стол. 32 тысячи маны, хорошо. Это не страшно. Вот это теперь мы бьем. Вот так, отлично. Еще один переворотик. Нахожу еще сферку. И вот бы Минотавра еще. Под шимок. Еще один Минотавр будет нужен. ТПшу. Это сюда. Все, добиваем. 30 маны. Призыв вырос достаточно сильно. На тройных боссах это будет чувствоваться еще сильнее. Хоть пудинг и не раскладывается, но маны будет уходить очень много. Так, есть тройка. Волну подстанили. И теперь надо смотреть очень грамотно. Чтобы ничего не пропустить. Быстрого моба нужно убивать так. Не телепортировать его ни в коем случае. Поэтому я прокидываю бам. Забираю себе плюща. Останавливаю все это дело. И мы выходим на боссов. 36 тысяч маны. От хила уже побольше. То есть тут уже за соточку у нас уходит от хил. И пока что я ничего не делаю, абсолютно. Второй босс. И вот сейчас пошел третий босс. И я уже начинаю активничать, ребят. Нужен Минотавр. Минотавра нет. Минотавр есть. Ай, хорошо. 32 тысячи маны. Достаточно бюджетно все получилось. Так, здесь по такой же схеме. Я нашел точку плюща. Смотрим, контролируем маленьких мобов. Бежит маленький моб. Не понимаю, хочет он погибать, не хочет. Я готов ему помочь в этом. Держи, братанчик. На. И вот это бам. Теперь телепортируем. Это тоже. Так, хорошо. Дальше у нас что? Бедлам, трибунал, темный священник. Это все не страшно. Все те же 36 тысяч маны. От хила будет теперь побольше. То есть теперь уже за 200. Да, теперь уже за 200. Бам-бам. Аккуратненько прожались. Что мы имеем? А мы имеем тот факт, что нужно будет сейчас прожимать портальных. Я их прожимаю. Еще прожимаю. Нужно растакаться. Отлично. Все, я должен это добивать сейчас. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в телеграм будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. Да, отлично. Но я потерял очень много метеоров. Так, это можно перекрутить. Нормально. ДФМ. Дальше бедлам еще один, это хорошо.
Но уже 30 маны, смотрите. Чем дальше, тем меньше. Нужен портальный. Оттелепортировали, живем. 28 тысяч маны. 9-я волна. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. А если вот так? Я очень надеялся, что получится как-то это все под душой дело, но, видите, не вышло. Бам. Что у нас есть? У нас есть вот так. Вопрос, сколько это по урону. Забираем плюща. Надо еще, скорее всего, сделать вот так разочек. И теперь мы это добиваем. Теперь покопировать призывателей. Если они вдруг выпадут. Хотя даже так, без призывателей у нас хороший стол. 10-я волна, ребят. 10-я волна против топ-1 колоды в игре. Ну, щиты же, не иначе. Оп. Так, вот эту подругу надо будет оттелепортировать. Оттелепортировали. Еще разочек нажать снежинку. О, 2 горгоны, кстати, ребят. Скорее всего, это конец нашей истории. Хорошей. Я не знаю, как это очень быстро убивать. Раз, два. Я начинаю жать все очень быстро. В надежде на какой-то успех. Но успеха здесь быть не может. Потому что это дисбаланс. 2 горгоны придумали садисты. Не иначе. Я почти, кстати, добил. Мне просто немного не повезло. Ну как? Ну как? Почти. Ну вот посмотрите. Ну вот каким чудом я должен это добить? 2 горгоны, ребят. 2 горгоны. Ну йоу! Может быть, хотя бы одну. Если я добью одну, у меня есть шансы. Но как я могу добить хоть что-то здесь? Если это вообще дебилизм. Выпускать 2 горгоны. А есть 3 горгоны, если чё. Если чё, есть 3 горгоны. По мане у меня был еще очень хороший запас. Нанес я 1,1Т. Реально читерская колода, и побесить соперника ей можно. Но опять же, выходят вот такие вот боссы, и вы начинаете руиниться. 2 горгоны, я попытался максимально все затаймить. У меня почти все это дело получилось, но, к сожалению, для такой вот связки, хотя 2 горгоны для любой связки это погибель. А поверьте мне, есть еще и 3 горгоны. Надеюсь, разработчики, наверное, обратят внимание на это, потому что горгону в последнем обновлении усилили, она закрывает теперь 3 пешки. Спасибо им за это огромное, мы очень все рады. Нет. Поэтому каких-то боссов надо еще, наверное, подрегулировать. И вместе с режимом, соответственно. Видео чисто развлекательное. 1.1Т. Можно было бы еще дальше. Просто это надо очень много попыток, чтобы получилось максимально долго простоять. Я же хотел показать все с первой попытки, как оно есть. И действительно очень прикольная колода. И есть ребята, которые реально ей играют в PvP. Я их понимаю в моменте того, что если все сходится, если не будет вот таких вот пачек боссов, этой колодой можно доживать до высокой волны, где уже сама волна очень сильная, и игроки начинают проигрывать на волне, за счет чего они выигрывают. В этом действительно есть смысл, поэтому я, наверное, их понимаю. На этом у меня все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Если реально кому-то интересны таланты на эту деку, держите. Вот. Опять же, у меня нету большинства талантов, у меня по 2 таланта на этих пешек. Если бы у меня были таланты, я бы, наверное, поставил лево-право-право. И с 15 талантом было бы еще больше урона. Порталку я поставил вот так, хоть она и пофикшенная. И призыватель обязательно множественный, потому что он очень хорошо сейвит вашу экономику. По шмоткам как-то так. Ну, в принципе, если вы решитесь на этом играть, у вас уже будет свой выбор. Всех обнял, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, что у меня в Телеграме проходит розыгрыш в закрепе на 2200 платины. Там 3 простых клика, и вы уже участвуете. И там будет 10 победителей по 220 платины. Достаточно просто, и шанс залутать платину, которую можно потратить на прокачку аккаунта. Я погнал, всем пока.